Şimdi size kahvaltılık, sabah kahvaltısı veya ikindi çayı yanına kolay, pratik, lezzetli bir kabartma tozuyla pişi yapacağım. Сейчас я приготовлю для вас один рецепт, который пригодится на завтрак. Bunun için bir çay bardağı yoğurt. Для этого нам понадобится İsterseniz süt de koyabilirsiniz, yoğurt yoksa. полстакана обычного Bir yumurta, йогурта, одно яйцо, kaşar, сыр, maydanoz, петрушка мелко порезанная, kabartma tozu, разрыхлитель, un. мука. Ayrıca ben bu hamuru size iki çeşit yapacağım. Birinin içine kaşar koyup birinin de hamuruna peynir rendesi koyacağım. İki şekilde de yapabilirsiniz. Я сделаю два варианта, и вы выберите, который вам больше подходит. Şimdi önce hamurunu Изначально сделаем Önce тесто. hamurunu yapalım. Bunun için bir yumurta, Нам нужно яйцо, bir bardak yoğurt, йогурт, tuz, солим по вкусу. Все хорошо размешать. koyuyorum. Добавляем муку. Количество всех ингредиентов будет написано внизу под видео. Kabartma tozu, Разрыхлитель. И также все хорошо перемешиваем. ne kadar alacağım? И потом, когда уже добавили более-менее муки, можно замешивать с помощью рук. Hamurumuz oldu. Böyle biraz yumuşak bir hamur olacak. Тесто готово. Немножко такое мягкое оно будет. Чуть-чуть липнуть к рукам, но ничего страшного. Tamam. Şimdi içini hazırlayacağız. И сейчас будем готовить начинку. İçini hazırlıyorum. Bunun için kaşar peynirini şöyle doğrayacağım. Сейчас будем готовить начинку. Нарезаем сыр. Лучше использовать сыр, который тянется, который вы используете, например, для пиццы. Bu şekilde. И нарезаем вот такими пальчиками. Размер, конечно же, также зависит от вашего желания. Но попробуйте и для себя выберите. Şimdi hamurun yarısına da bu peyniri karıştıracağım. И в одну часть теста я буду добавлять вот так вот сыр просто, натертый на терке. Şimdi buna biraz karabiber ekiyorum. Сюда, в этот сыр, добавляем Buna da biraz karabiber. черный перец, в общем, в начинку добавляем черный перец. Arzu eden acı koyabilir. Biz çocuk olduğu için koymayacağız. Можно также добавить красный острый перец и зелень. Bunun üstünde de ekilebilir şöyle. Evet. Hı hı. И потом будем добавлять Biraz da уже buna koyuyorum. непосредственно в тесто. Tamam. Şimdi hamurumuzu açacağız. Сейчас будем раскатывать тесто. Посыпаем на поверхность немного муки, чтобы тесто не липло. Hamurumu önce şöyle böleceğim. Я сейчас поделю Окей. тесто на две Buna части. çünkü peynir karıştıracağım. Şöyle. Bu hamuru ister böyle elle yapabilirsiniz. İsterseniz merdane ile. Тесто можно раскатывать с помощью рук, просто растянуть его аккуратно до нужной толщины, или же с помощью скалки. Ne söylemek istedin? Eğer evde hiçbir şey yok, sade yapmak istiyorsanız bu şekilde yapıp bunu ister bardakla, ister bıçakla, istediğiniz şekilde kesip kızartabilirsiniz. Также, если у вас нету дома сыра, вы можете приготовить без сыра, без начинки, просто взять, раскатать это тесто и порезать его на какие-то формочки, либо кружочками, стаканчиком, либо ножиком квадратики, и также его зажаривать в горячем масле. Вот. Но мы сделаем сегодня с сыром.
Вот так вот нарезаю. Aslında peyniri bu şekilde yapmanız da gerekmeyebilir yani. Можно делать сыр разной другой формы. В общем, Şimdi peyniri böyle kapatacaksınız. Bu şekilde kızartacağız. вот так вот завернули и будем так жарить в масле. Просто квадратики и как сосиску прячем в тесте. Şu şekilde de bastırabilirsiniz şöyle. Ну и уголки можно так вилочками, чтобы было покрасивее, хотя надо закрыть хорошо, чтобы сыр не вылез. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle poğaça gibi. Если хотите, можете сделать просто. İlla açmanız şart değil. Взять кусочек теста, вот так вот раскатать в руках его, сделать такой кружочек и положить начинку. То есть, в принципе, пробуйте, как вам проще и удобнее. Не обязательно раскатывать. Böyle. Tamam. Şimdi bu hamurumuza bu karıştırdığımız peynirden koyacağız. И сейчас в тесто, в оставшуюся часть, мы добавляем на терке сыр вместе с зеленью. И вот так вымешиваем, чтобы сыр был, в общем, везде в тесте. Видите, тесто не забито, оно немного липнет к рукам. Посыпаем поверхность мукой. İster merdane ile. Хотите, можете с помощью скалки также раскатать тесто. Bunu da istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İster böyle. И как хотите, так и нарезайте тесто. Можете разной формой, можете палочками длинными, кружочком, стаканчиком. İster bardakla. İster bu şekilde. Хотите стаканчиком, делайте такие кружочки. И оставшуюся часть также можно вот так сделать, или лепешку, в общем, как вам больше нравится, не переживайте, главное, фантазируйте, и все будет в порядке. Tamam. Şimdi yağımızı koyduk. Наливаем масло Kızmasını bekliyoruz. и ждем, пока оно хорошенько прогреется. Evet, yağımız kızdı. Şimdi hamurlarımızı atıyoruz. Масло уже нагрелось хорошенько и забрасываем сюда, только аккуратно, наше тесто. Çok pratik, kolay ve lezzetli. Очень быстрый, практичный и вкусный рецепт, поэтому обязательно приготовьте. На самом деле занимает по времени немного, так что не пугайтесь, что это тесто. Готовится все быстро, просто и очень вкусно. И вот так в горячем масле зажариваем с двух сторон. Сразу с одной подрумяниваем, потом немножко с другой. В общем, смотрите. Главное, возьмите глубокую сковороду, чтобы вам было удобно. Потому что масло нужно здесь где-то на палец, на 1,5 пальца. И вот так аккуратненько смотрите с помощью вилки. Да. Как оно там. Ну, видите, оно подрастает.
Естественно, потому что там разрыхлитель, поэтому становится такой, как пончики. Вот так аккуратно, как мама, можете поворачивать. Bu hamuru daha duru, daha sulu, yani kek kıvamında yapıp kaşıkla da döküp kızartabilirsiniz. Это же тесто, если добавить сюда меньше муки, оно будет такое достаточно жидкое, как, например, на кекс. Вот с помощью ложки просто можете выливать это тесто, и получается тоже очень вкусно. Я имею в виду, берете ложкой тесто и в горящее масло выливаете, формируете такие шарики. Рецепт у нас на канале есть. Я обязательно оставлю ссылку здесь где-нибудь рядышком, увидите ее. Турецкая lokma, по-моему. Lokma değil mi de sen diyorsun böyle aynı işte hamurdan. Ha, hamurdan evet, tuzlu. Mayalı ayrı. И вот так аккуратненько все переворачиваем. Лучше много не ложить, потому что, видите, они подрастают, и чтобы было удобнее переворачивать все, и чтобы они не слипливались. Вот какая красота получается, Çok обалденно. kolay ve lezzetli. Evet, hamurlarımız kızarmaya başladı. Şimdi alıyoruz. Все, смотрите, все румяное с двух сторон, поэтому аккуратненько берем на тарелку. И на тарелочку желательно положить кухонное полотенце бумажное, чтобы лишний жир весь впитался в полотенце. Кытыр-кытыр. Хрустящая такая оболочка и внутри тянущийся сыр. Зависит, конечно, от качества сыра, но желательно брать тот, который именно тянется. Посмотрите, какая прелесть. Быстро. И как раз вот к чаю готово. Можно немножко обновить масло, долить и зажарить следующую партию таких сырных палочек. Пахнет обалденно вкусно. Переворачиваем. У меня есть похожий рецепт. Я также вот прямо здесь оставлю ссылку вверху, можете увидеть. Но готовится немножко в другой форме. Вот прям практически то же самое. Скажу вам честно, сейчас попробовали. Очень хрустящее, очень такой сырный вкус. Обалденно вкусно. Очень-очень-очень вкусно. Супер. Peynirli kaşarlı lokmalarımız oldu. Все готово. Evet. Şimdi şeyimiz oldu. Oh, bak kaşarlar eriyor. Evet. Уф, уф. Обалдеть. Вау. Evet. Вкуснота какая, посмотрите. Bunun akmış şöyle. Bak. Супер. Так что, девочки, не сомневайтесь, обязательно приготовьте эту вкуснятину. Очень быстро, просто невероятно вкусно. Так что... Bunu şöyle domates sosuyla şöyle. Ох, ох. Afiyet olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Wow. Çıtır çıtır. Süper. Hazır olmuş. Очень вкусно. Конечно. Приятного аппетита. Девочкам готовить, да? Да. Отлично. И ставьте нам лайки и сердечки. Я вас очень люблю. Смотрите на эту красоту. Точно. Спасибо. Итак, ребятушки, вот такой турецкий обалденный рецептик у нас получился. Приятного аппетита. Обязательно заходите к нам на канал, подписывайтесь. Мы ждем от вас лайки, комментарии. И любые вопросы мы стараемся на них ответить. Также заходите на наш инстаграм, на наш сайт. Все ссылки будут внизу. На этом заканчиваю. Всего вам хорошего, приятного аппетита. Будьте счастливы и здоровы. Желаем от души.